Всем привет! Сегодня я к вам с тортом из манго, вернее начинка у меня будет из манго. Очень вкусный домашний тортик получается с японским хлопковым бисквитом, безе и крем-чизом. Я использую маскарпоне. Недолго делается, не так сложно. Посмотрите, понравится. Пробуйте. Очень вкусный получается. Отдельно останавливаться не буду на бисквите, потому что я его уже записывала, этот рецепт, как готовить хлопковый японский бисквит. Обожаю его. Уже в нескольких тортах я его использую. И все ссылки на торты и на сам бисквит я дам в описании. Если вам интересен этот бисквит, посмотрите и готовьте. Он на самом деле очень вкусный. А начну с начинки, как приготовить начинку из манго. И вот беру манго, очищаю его. Нарезаю небольшими кубиками, из него я сделаю сейчас пюре. Пюре мне нужно граммов 200. Если нет свежего манго, можно купить готовый пюре. Продается в банке, есть сладкие подслащенные, есть не очень сладкие. От этого зависит, нужно класть сахар или нет. Сахар вообще в этой начинке по вкусу, потому что манго тоже бывает разной сладости, поэтому сахар буду класть по вкусу. Я вот попробовала манго, он не сильно сладкий, не приторно сладкий, поэтому я сюда добавлю чуть сахара. 200 граммов манго – это средний фрукт, один фрукт. Кладу ложку сахара, пока больше не буду класть, потому что попробую. И 2 ложки крахмала. Я использую кукурузный крахмал. И пробиваю в блендере до пюре. Переливаю пюре в ковшик. Попробовала сейчас на сахар. Сахара действительно больше не нужно. Ставлю на плиту на медленный огонь, довожу до кипения и буквально секунд 20-30 покипячу, чтобы крахмал начал загустевать. Убираю с плиты, пока остывает, делаю крем. Чиз-крем сегодня делаю. Я использую маскарпоне. У меня здесь 500 граммов, 100 граммов сахарной пудры, сливок 250 миллилитров и 250 граммов сметаны. Сметана 25%. Начинаю взбивать сливки и 150 граммов сахарной пудры. Сахарная пудра лучше ведет себя, чем сахар в креме. И вот когда сливки, они у меня повзбивались буквально 3 минуты, не совсем они плотные, но уже и не жидкие, я начинаю вводить маскарпоне. Сразу же вот все 500 граммов кладу и за ними сразу же 250 граммов сметаны. Почему этот крем нельзя долго взбивать? Нужно все делать вот сразу. Только нужно смешать в однородную массу и все, иначе он начнет расслаиваться. И еще добавляю 2 ложечки бренди или коньяка. В кремах всегда очень вкусно получается, если добавить немножко алкоголя. Все, вот такой вот стабильный, очень хороший, плотный крем готов. И, кстати, он получается совсем вот не сладкий, вот в меру сладкий. Разрезала бисквит на 2 коржа. Я не делаю очень высокий торт. Не люблю высокий. И чуть-чуть, буквально вот несколькими ложками пропитываю. Почему? Потому что этот бисквит, он сам по себе совершенно не сухой, а даже мокрый, я бы сказала. Но я люблю очень мокрые торты, поэтому делаю вот с пропиткой. Пропитываю молоком. На нижний корж делаю бортик из крема. И заполняю пюре. Разломала вот безешки. Сегодня я их покупала, сама не стала делать, чтобы побыстрее. И кладу безе и на начинку, и по бортику на крем. То есть полностью вот заполняю. Прям вот такой приличный слой кладу. У меня безе вот такие вот большие были. Вот 2 безешки уходят. Сверху на безе выкладываю тоже крем. Очень вкусно безе пропитывается, когда кремом. Внутри торт очень нежный получается. Сверху накрываю 2 корж. Вот, вроде даже и ровненько получилось. И уже более тонким слоем сверху кладу крем и немножко выравниваю борта тоже.
Тортик украшаю кусочками уже свежего манго и кусочками шоколада, посыпкой. Все, вот такой вот простой, а какой красавец получается тортик. Очень нежный внутри, мокрый, с вкусной манговой начинкой. Не приторно он сладкий, потому что и в креме, и в пюре много сахара здесь нет. И от самих фруктов здесь сладости достаточно, поэтому я немного клала сахара. Бисквит обожаю этот. Переходите по ссылке, готовьте этот бисквит с любыми начинками для тортов. Делитесь, пожалуйста, рецептом этим с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.